Он хочет контролировать и свои мысли, и свои чувства, и свои поступки, но, скорее всего, он еще хочет контролировать еще и вас каким-то образом, учитывая то, что он контролирует что-то свое, он еще пытается контролировать что-то ваше. Его мысли, чувства, действия и планы по отношению к вам. Общий расклад Таро на загаданного человека, на загаданного мужчину. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы с вами посмотрим его мысли, чувства, планы и действия по отношению к вам. По традиции начнем с того, что посмотрим, какая ситуация между вами. Ну что, испытывает к вам чувство человек, вы это знаете, особенно если гадаете на мужчину. Вот и, знаете как, вам понятно, что у него есть к вам чувство. То есть тут нет такой ситуации, что вы не понимаете, есть у него к вам чувство или нет. Он вот как бы открылся к вам, да. Успел открыться, да. Особенно если он рыба, рак или скорпион, да. Так, но смотрите, в чем проблема у этого? Тут на мужчину идет. Все, сразу мужчина, с одной стороны, очень мягкий, чуткий, но очень продуманный. Водолей сразу появляется. И он хочет контролировать и свои мысли, и свои чувства, и свои поступки, но, скорее всего, он еще хочет контролировать еще и вас каким-то образом, учитывая то, что он контролирует что-то свое, он еще пытается контролировать что-то ваше. Да, вот так. И есть у него какое-то напряжение. Это очень напряженная карта, король мечей. Окей, дальше что тут? Есть дьявол. У меня такое ощущение по раскладу пока что этот человек вас принуждает к чему-то. То есть на раскладе мужчина, который принуждает. И смотрите, император внизу, да, вот я выложил дьявола, а здесь император, да, внизу. Так вот, он пытается своей властью, своей короной, благодаря своими чувствами, подчинить вас себе, и чтобы вы от него были зависимы. И учитывая то, что дьявол здесь есть, я скажу так, что он успел уже вас сделать зависимой, особенно если вы с точки зрения женщины гадаете. Мужчина здесь независим, и он здесь играет роль дьявола. Опять-таки, сексуальное влечение здесь может быть сильное достаточно, и может быть зависимость, созависимость финансовая, потому что дьявол – это и то, и другое, да, и финансы, и плотские утехи, да. Восьмерка монет. Финансовые моменты в ваших отношениях играют очень важную роль. И пока что, как будто бы у меня такой поток идет, что мужчина вроде бы как планирует развивать эти отношения, но с выгодой, как минимум для себя. Это может быть и материальная выгода, и эмоциональная, да, эгоистичная с точки зрения его эго. Ему выгодно тешить свое эго и материально, и духовно, да, вот так. Десятка мечей. Все может закончиться в будущем внезапно, непредсказуемо. И первая причина будет выгода. То есть, если этому человеку будет невыгодно что-то делать, то есть у него, понимаете как, вот дьявол, центральная карта, это всегда эго, туда. И вот здесь разум. А эго и разум, они, по сути, неразрывны, да. И учитывая то, что здесь идет душа, она скрытая идет по рыбам, да, а разум по водолею, он открытый. Поэтому он, по сути, как бы транслирует свою выгоду, управляет, и этот человек может быть таким достаточно, как минимум, жестким манипулятором, скрытым нарциссом по рыбам, скрытым нарциссом. И
корыстолюбивым. То есть человек, который будет в отношениях для своей выгоды. Но не обязательно финансовой, но и финансовой в том числе. Да? Ну, дальше смотрим. Давайте еще все-таки одну. Этот человек манипулирует вами каким образом? Он затягивает вас к себе по дьяволу, делает зависимой, получает свою выгоду, обрывает отношения, а потом появляется. Ну, эти отношения можно назвать бег по кругу или, ну, иногда их называют качелями, но я здесь больше вижу круг, потому что нулем заканчивается, как бы, да, и все сначала. Человек может проявлять сперва, ну, вот, кто на раскладе, да, на раскладе тот человек, который пришел в отношения, ему он, этот мужчина, открывается, затягивает в свои отношения, берет под контроль, делает зависимой, получает свою выгоду, обрывает, обесценивает еще, тут еще, кстати, по нулю, да, может быть, и, возможно, опять возвращается. То есть, скорее всего, сейчас вы проживаете любую из этих стадий. Если вы здесь, в этой карте, где он только открылся, то ждите тотального контроля, ждите дьявола, ждите выгоды, обрыва и выхода на другой круг. А если вы в этой карте, то, ну, вы там уже прожили рыцаря кубков, потом пойдет дьявол и так далее. Если вы здесь в обрыве, то ждите обесценивания и выход на новый круг. Скорее всего, это, ну, такая динамичная ситуация, где вы можете одновременно быть, ну, так сказать, в любом из положений этого пассианса. Ну, вот пока что вот так. Окей, ну давайте тогда смотреть, что чувствует к вам. Его чувства. Начнем с чувств, как раз посмотрим рыцаря. Его чувства. Влюблен. Есть к вам влюбленность. Эта влюбленность не концентрируется на вас, но к вам он питает теплые чувства. Его чувства, они размазаны, как крем по торту Наполеон. Или как крем на торте Наполеон, да, вот так вот. Таким шаром, да, слоем. Ну и он, ну, как бы, знаете как, ворон-то много на этих жезлах, да, и вот он с разных точек зрения видит какие-то теплые моменты по отношению к вам, и они его устраивают. То есть он питает к вам разносторонние теплые чувства, но проблема в том, что эти чувства могут направлены быть не только к вам. Вот так. Давайте по королю мечей посмотрим, что думает по отношению к вам. Ему выгодно с вами. Он думает, что ситуация с вами поменяется в лучшую сторону, и все повторится. Пока что так. Хорошо. В чем его выгода? В чем его выгода? Какую выгоду он получает по отношению к вам? Ну, или от вас. Выгода от вас. Вы даете ему успех, перспективу. Вы подпитываете его энергией. И вы даете ему какую-то степень свободы. Вот это все выгоды, которые есть в этой карте. На первом месте я бы сказал, что это успех. На первом месте. Перспектива и успех. То есть, будучи с вами, он становится успешный. Он становится перспективный. Будучи с вами, он не теряет свободу. Наоборот, вы теряете свободу, он ее обретает. Ну и здесь по тройке жезлов это энергия. То есть каким-то образом он подпитывается от вас энергией. Хорошо. В чем он преуспевает конкретно? Вот преуспеть в чем-то, да? Вот смотрим, в чем он преуспевает. Ну, смотрите, если он с вами воюет или конфликтует, то он постоянно выигрывает. Или даже если он не прав, вдруг,
он все равно для себя будет прав. Или он выкрутит так, что он прав в любом случае. Да? То есть он преуспевает в игре на выигрыш. Ну, и он преуспевает в каком-то конфликте. Может ли он преуспевать в бизнесе? Ну, немножко бизнесовая карта, да. Где-то вы подпитываете его энергетически. Не знаю, или своей энергией, или деньгами, или своими возможностями. Хорошо, теперь смотрим, да, вот мысли. Мы посмотрели, что все изменится в лучшую сторону, и что он вернет все, как будто бы, да, на свои места. И чувство он к вам имеет. Причина разрыва. Причина того, что, допустим, если вдруг он сейчас замолчал и, ну, оборвал отношения. Да? Почему оборвал? Так. А мы вот так пойдем, да? Вот так. Смотрите. Обрыв у него идет по причине того, что он выходит в какую-то другую реальность. И мир, ему сейчас он, ну, получается, как бы по десятке мечей. Здесь 10 мечей, здесь 13, здесь страсть. 20, 31, 4 император. А император – это жесткость. А император нам подсвечивал. Почему сейчас идет разрыв? Потому что ему нужно показать свою жесткость. То есть он хочет показать другую реальность. Ну, свою другую реальность. То есть ему выгодно показать свой жесткий характер. То есть ему выгодно сейчас, ну, как бы делать вас зависимой, слабой, ну, или ставить вас на место. Давайте вот так скажем. Ему не выгоден сейчас мир. Ему, наоборот, не выгоден мир. Да? То есть выгоды в мире ему нет. То есть, ну, такое бывает. Да? Вот любой мир краше любой войны, а вот ему как раз конфликт нужно подогревать. Да? Вот этот. Хорошо. Хаос и дурак. Если вдруг вы стали безразличны, безразличны ли вы ему на самом деле? Сейчас да. 4 кубков. По 4 кубков он будет делать все, чтобы создать вам иллюзию, а здесь дьявол – это владыка иллюзии, да, для того, чтобы как минимум ваше чувство вины не давало вам оторваться от него, от своих каких-то обязательств. Безразличны вы ли ему сейчас? Да, но он делает вид. Почему? Потому что вот здесь 2 пентаклей, да, то есть это возврат. То есть то, что вы ему безразличны, он умело разыгрывает, он показывает, но вы ему нужны при всем при этом. Почему? Потому что он в конечном итоге получает выгоду и выигрыш. Понимаете? Окей. Есть ли кто-то, кроме вас, в его окружении, к кому он еще питает чувства? Проверяем 8 жезлов. Ну, карта не говорит нет, она скорее говорит да, но здесь не женщина выпадает и не мужчина выпадает, да. Скорее да, но здесь идут какие-то переговоры, и это не плотские утехи, как говорится, да. Хорошо. А готов ли он вас поменять на этого человека? Готов ли он вас поменять на этого человека? Пока нет. Пока не готов, и где-то он, возможно, даже и безразличен к тому человеку, с которым он ведет переговоры, какие-то общения. Это больше такое, больше по делу. Хорошо. Если даже и есть этот человек, есть ли плотские утехи? Да, давайте так спросим. Да, но они без обязательств. 3 кубков.
Это, ну, условно говоря, дискотека, да, то есть встретились и разошлись. То есть подозревать этого человека в верности, подозревать в верности, да, интересно, так родилось. Заподозрить этого человека в измене можно, но это не измена, потому что для него это не измена. Ну вот выглядит так. Да, скорее всего, что-то, ну давайте назовем это интригой какой-то, да, вот так. Насколько это все серьезно? Давайте спросим, если кто-то есть, насколько это серьезно. Максимум это любовники. Хорошо. Если он признался вам, то любит ли он вас по-настоящему? Мир проверяем, да? Насколько вы являетесь для него миром и каким вы для него являетесь миром? Вы для него являетесь перспективой. Как минимум вы приносите в его жизнь успех, достаток, и вы для него еще не реализованный потенциал. Ну, вы не реализованный потенциал, но он и с вами еще не реализованный потенциал по семерке. Это нереализованный потенциал еще пока что. То есть, по сути, ну, давайте так скажем, его... Ну, как бы вот эти карты не говорят, что он там законченный прелюбодей. Вот так. Хорошо, давайте так спросим, а можно ли его простить за то, что происходит между вами? Вам его простить? Ну, скорее да, чем нет. Шестерка мечей все равно это одна из лучших мечевых карт. И я бы сказал пока, что да, это даст некий импульс или такое весло, да, чтобы грести в ваших отношениях дальше. Ответ – да. Хорошо. А не затаил ли он зло на вас? Проверяем вот эту вертикаль. Не затаил ли он на вас зло? Затаил. Затаил зло и пока что. Ну и учитывая то, что здесь четверка кубков под мечами, то есть он... Даже если вы этого не чувствуете, он это скрывает. Давайте по сути посмотрим, да, что он скрывает. Что скрывает от вас? Ну или о чем он скрывает это зло, да? Но тут зло финансы. Может, вы ему не дали денег, или каким-то образом из-за вас он страдает в финансах, или теряет статус, работу. Ну, то есть, если он на вас злится, то злится из-за материального какого-то момента. Имущество, не знаю, там вещи, имущество, деньги, работа, статус и так далее. Насколько у вас есть шансы жить радостно? О радости пока, да, есть ли какие-то радости, возможны ли они. Да, но до них нужно как бы дойти, то есть путь к этим радостям у вас, он тернистый и не скорый. Если он сейчас на дистанции, что с ним происходит сейчас? Он, если сейчас не с вами, то он от вас что-то скрывает, он говорит вам неправду, и по этой карте он может вам изменять. Вернется ли он? Нет, вернется вот здесь, посмотрим. А вот здесь мы посмотрим сейчас, готов ли он вас потерять навсегда. Пока нет. Эта карта очень комфортная. То есть, несмотря на то, что между вами происходит, и как он себя позиционирует, а позиционирует он себя тут достаточно жестко по отношению к вам, и он может как бы не ценить вас, да, в той степени, на которую вы рассчитываете. Но ему с вами достаточно хорошо, комфортно, выгодно. И насколько это вкладывается в вашу парадигму сейчас, на здесь и сейчас, решать, конечно, вам. Но как бы навсегда вас из своего какого-то
поля, да, из своей реальности он пока не готов исключать. Вернется ли он к вам? Это возвращение. Давайте. Вот мы проверяем как раз 0. Король жезлов. Да, скорее да. Эта карта не отрицающая, но будет зависеть от обстоятельств. Это карта обстоятельств. И от того, насколько вы будете входить в его планы на тот момент. Но я не могу по жезлам сказать «нет». То есть да, это карта его решения. И я не вижу пока здесь завершения. Почему? Потому что на 0 он выйдет. И он выйдет через 0, через мир рядом здесь. На вот эту двойку монет он выйдет и так далее. Поэтому здесь, смотрите, от вас скрывают как минимум в треугольнике что-то. Здесь есть треугольник. Этот треугольник для него, скорее всего, развлечение и что-то просто параллельное тому, что между вами, и ваши как бы плюсы, они заключаются в вашей ресурсности, возможно, в ваших финансах, возможно, в том, что вы умеете создавать комфорт в семье или в том, что вы видите как семью, да, в тех отношениях. И теперь давайте посмотрим, что еще он скрывает от вас. Скрывает финансовую ситуацию, и он что-то получил. Он получил выгоду, получил деньги, получил успех, но от вас он это скрывает, и он будет вам говорить, что я этого не получил, а на самом деле он этим обладает. То есть у него ресурс. То есть он скрывает от вас свой ресурс, свои финансы. Хорошо. А в чем его плюсы для вас? То есть в чем ваша выгода от него? Какую выгоду вы от него получаете? Финансовую перспективу, рост, саморазвитие и, возможно, успех в построении какого-то дела и, возможно, успехи на работе. Здесь как минимум саморазвитие и успех в делах, в работе и в бизнесе в том числе. Хорошо. Стоит ли вам идти через эти тернии к тем звездам, которые могут быть у вас в отношениях с этим человеком? Скорее, да, потому что это колесо фортуны, и вам сейчас выходить из этих отношений. Но, скорее всего, если вы будете выходить из этих отношений сейчас, то можете поставить знак равно, потерять выгоду свою. Какая это будет выгода? Может быть, вот эта тройка пентаклей. Здесь монеты, монеты, монеты. И смотрите, как интересно получается. 10, 3, 4, 17 звезда. Ваш путь к выгоде с этим человеком, он не быстрый, он долгий, к сожалению, по звезде. То есть колесо фортуны. Как вы можете ускорить этот процесс? Или чем вы можете ускорить этот процесс? 13-й аркан. Но, возможно, вам пока стоит залечь на дно и притвориться, что вас нет, что вы вышли из чата, как говорится, да. Как будто бы сделать вид, что он вас потерял, и понаблюдать за ним. И подумать пока. Такой аркан 13-й, да, уж сами знаете, что за аркан. Хорошо. Что он планирует делать в ближайшее время? Проверим 4, да, именно его планы на вас. Он пойдет в атаку. Он появится. Он появится и будет вас цеплять. Он будет выяснять отношения, он будет вводить вас в конфликт, но при этом он не будет испытывать чувство вины, будет вас винуватить, или винить, звинувачувати, якщо правильно. И он будет все делать. Вот смотрите, этот человек-бульдог. Да, он будет вас булить постоянно, толкать, поддавливать. Да. Вот если вы видели, как бульдоги, особенно французские, да, встречаются с чихуахуа, то чихуахуа подбегает, и бульдог ее толкает, и она отлетает. Вот точно так же будет у вас. То есть он вас будет бить, да, вот так вот, и ставить вас на место. То есть, по сути, этот человек будет вас немножко цапать, покусывать, да, подбуливать для того, чтобы поставить вас на место. Ему это выгодно.
И таким образом он будет получать власть. Значит, смотрите, если взять треугольник, то вы тут будете жертвой в этом раскладе. Этот человек не спасатель, а злодей. Ну, а спасателя роль, я даже не знаю, кто здесь спасатель. Его, по-моему, пока нету, этого спасателя. Что он планирует делать, да, то есть он планирует на вас нападение, этот человек, да. А вот что он будет делать? Ну, или как он это будет делать? Выводить вас на эмоцию. Но если вы человек спокойный, тогда он будет выводить вас не на эмоции, он будет расшатывать вашу энергетику. То есть, что я говорил, он вас может вампирить по 8. Нет, не по 8, а по дьяволу он вас будет вампирить. Дьявол – это вампирство. Вот. И он будет играть в ваши эмоции, вашим спокойствием. Но королева кубков – это вот женщина, которая пытается держать себя. То есть он, как минимум, самое простое, это будет пытаться довести до слез. Вышатать вас, да. Что вам в этом случае делать? Поиграйте с ним в слабую и поддайтесь, подыграйте ему, но наблюдайте. Наблюдайте по 13-му аркану. Но если вы замолчите, то он вас будет вышатывать. Поэтому попробуйте сперва замолчать, а если он на вас пойдет давлением, сыграйте слабую, подыграйте ему, а дальше наблюдайте опять и пытайтесь, сохраняя спокойствие, рассчитывать, как вы можете получить свою выгоду в этом партнерстве. И здесь еще выпадает карта суда. Возможно, если этот человек такой агрессивный, вам стоит задуматься о какой-то поддержке, с точки зрения закона и с точки зрения силовой поддержки. Я не исключу здесь возможную, но какую-то вашу силовую защиту. Да? Судьба ли вам быть вдвоем с этим человеком? Все зависит от женщины. Видите, как судьба повернулась? Все зависит от вашей энергии, от вашей воли, от вашей силы, от вашей магии. И вот эта женщина, она будет проявляться не в начале отношений, а ближе к развязке. Видите, вот развязка идет. Здесь колесо фортуны, а здесь 13-й аркан. И развязка у вас будет драматическая. В чем будет суть этой драматической развязки? Суть этой драматической развязки заключается в деньгах, в успехе и в работе. То есть у вас на кону какой-то финансовый успех. И вот вся развязка, она будет крутиться вокруг успеха, как минимум в деньгах, там, где вы сейчас сомневаетесь. В этом успехе вы сейчас сомневаетесь. И на драматическую развязку выпадают сомнения. То есть то, в чем вы сейчас сомневаетесь, вот то оно и произойдет. Или то, чего вы опасаетесь. Здесь, знаете, вот обычно человек, когда чего-то остерегается, он прокручивает в голове худшие сценарии. Вот здесь тот случай, когда может сыграть худший сценарий, который вы прокручиваете. Поэтому здесь выпадает королева жезлов для того, чтобы вы своей волей настраивали себя по вот этой карте на лучший для вас сценарий и просчитывали ходы наперед. Да, вы можете подыгрывать ему и делать из себя слабую, но при этом быть с холодным разумом, да, и трезвым умом. Холодный разум и трезвый ум есть залог вашего успеха и вашей победы в этих отношениях, где вас булят, вы булитесь, но при этом в конечном итоге играете свою игру. То есть вы поддаетесь, а потом идете в контратаку, давайте так скажем. Да? То есть вы в конце игры идете в контратаку. Чем вам ответить на его агрессию, если она будет? Вставать в глухую оборону,
Ну и, возможно, не давать себя физически наказывать на вас физическое воздействие. Если здесь речь идет о магии, ну, тут уже ставьте защиту, да, если вдруг этот человек там... Ну, мы опять-таки сегодня не делаем, да, диагностик на магию здесь. Здесь вообще мысли, чувства, действия, да, идут. Но смотрите, тут жрица есть, маг еще не выпадал, но тем не менее, да. Но я не думаю, что он на вас там магичит прямо. Если вы чувствуете, что на вас прямо магичит этот мужчина, ну, то защищайтесь. Окей, хорошо. Может быть, плюнуть на него и, ну, вообще вот просто как высшие силы. Мы смотрим, что мы уже смотрели, да. Вам нельзя сейчас выходить, вы теряете какую-то выгоду. Хорошо. Ну, а вдруг, если вы вдруг сейчас все завершите с этим человеком и переведете свое внимание на другого, альтернативного, да, ну, вы потеряете выгоду какую-то. То есть все равно сохраняется здесь какая-то выгода. Возможен ли кроме него кто-то, кроме этого человека, да, кроме этого мужчины? Да, возможен, но сейчас вам важно, ну, это называется мягкая сила, да, по этой карте. Это женская сила на самом деле при энергии льва. Да, если вы сейчас выйдете из игры, вы выйдете не вовремя, и вы потеряете, скорее всего, что-то. Но в перспективе у вас возможен другой альтернативный вариант. И этот вариант, скорее всего, лев. Хорошо. Давайте тогда спросим, что вам категорически нельзя делать в этих отношениях, в этой ситуации. А вот видите, вам категорически нельзя усугублять свою зависимость от этого человека. Поэтому вы ему можете подыгрывать сколько угодно, но по этой карте вам нужно просчитывать свою независимость, свою безопасность в юридическом аспекте и партнерство на выгодных условиях даже с этим человеком, но так, чтобы это в конечном итоге было юридически правильно. Ну и, возможно, вам нужна юридическая защита, в том числе адвокат. Тут уже смотрите по ситуации. Окей. Хорошо. А что вам, желательно делать, да? Ну, вообще карты говорят, если тебе нестерпимо больно, тебе желательно подлечить сердце, подлечить разум, мысли, привести в порядок мысли, выйти из раздрайва. И, возможно, тебе нужно и разорвать эти отношения. Поэтому тут такой расклад, знаете, он вроде бы как и говорит «не выходи», но тут нужно смотреть, а не сильно ли вас как бы бьют в этих отношениях, да? А не получаетесь ли вы мечом, да? То есть вы получаетесь как мяч, а он как клюшка, да? Не получается ли так, что вас буцают уж сильно, да? Ну хорошо, какой совет тогда в этой ситуации? Нужно поступать по интуиции, особенно если вы женщина, но если вы мужчина, тоже поступайте по интуиции. И здесь нужно переспать с этой мыслью, разорвать эти отношения. Хорошо. И как сложится ваша судьба, если вы разорвете, если не разорвете? Вот судьба, если разорвете, а вот судьба, если не разорвете. Итак, разрывая эти отношения, ваша судьба. Вы получаете шанс, возможно, не так быстро, как хотели, потому что у вас звезда нереализованная, да, то, что мы смотрели, 4, 3 и 10, да, у вас долгий путь. Но, тем не менее, шанс на новую жизнь, да, у вас есть вне этих отношений. Если вы не разорвете, вам нужно стремиться быть финансово независимой или получать из этих отношений финансовую выгоду. Поэтому все уходит у нас. Козерог, здесь стрелец и дьявол. То есть все упирается в финансы. Поэтому если не разорвете и не обеспечите себе в этих отношениях финансовую выгоду, скорее всего, вы проиграете. Почему-то такой момент. Может ли здесь быть семья по этой карте? Это семейная карта. И может ли здесь быть замужество? Потенциально, да. Почему вы пришли на этот расклад? Вы запутались,
Вы чувствуете, что действительно вы стали мячиком, а он клюшкой. Вам страшно. Вы боитесь рисковать и сделать независимый шаг в что-то новое. Послание высших сил для вас. Пятерка мечей. Вам нужно понять, что для вас проигрыш и что для вас выигрыш. И какова истинная цена выигрыша и проигрыша в каждом конкретном случае для вас. Ну и нужно понять, а готовы ли вы платить эту цену за этот выигрыш і за этот проигрыш. Світла вам по вашому всесвітові. Побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.